Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда нам понадобится 1 килограмм хека. Очищаем рыбку от чешуи, удаляем внутренности и черные пленочки, отрезаем плавники и промываем рыбку. Теперь на рыбке делаем надрезы до хребта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга с каждой стороны хека. Это один из лучших и вкусных рецептов приготовления рыбы. Вот как надо готовить хек. Хек вкуснее лосося. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Рецепту меня научил индийский повар. Если вы не знали, как готовить вкусно рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Я больше не буду жарить рыбу. Запеченный хек в духовке. Просто поставьте рыбу в духовку. Дешево и полезно. Рецепт, который удивил всех. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Перекладываем рыбу в блюдо. Теперь с каждой стороны солим рыбку. В общей сложности на всю рыбу нам понадобится пол чайной ложки соли. И перчим по вкусу и по желанию. Посыпаем рыбу специями к рыбе. Нам понадобится в общей сложности половина чайной ложки специй к рыбе. Также посыпаем рыбку копченой паприкой. Нам понадобится половина чайной ложки. Поливаем хек половиной столовой ложки лимонного сока. Хорошенько обмазываем рыбку специями, не забывая про брюшко. Теперь мелко нарезаем полпучка укропа. Посыпаем хек укропом. Также закладываем укропы в брюшко. Переворачиваем рыбку. С этой стороны рыбу также солим, перчим и посыпаем специями к рыбе и копченой паприкой. Поливаем половиной столовой ложки лимонного сока. Тщательно обмазываем рыбку. Снова посыпаем укропом. И отставляем хек промариноваться на полчаса. Тем временем займемся овощами. Очищаем и промываем 2 луковицы. Теперь лук нарезаем четверть кольцами. Разделяем четверть колечки друг от друга и отправляем лук в миску.
Некрупным кубиком нарезаем одну морковь. Добавляем морковь к луку. 2 помидора промываем и нарезаем некрупным кубиком. Удаляем плодоножку. Добавляем помидоры к овощам. Теперь овощи солим. Нам понадобится 1/3 чайной ложки соли. Добавляем половину чайной ложки прованских трав и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Поливаем овощи 1 столовой ложкой рафинированного растительного масла. Хорошенько перемешиваем. Пересыпаем овощи в форму для выпекания, равномерно распределяем. На овощи выкладываем рыбку. Приготовим заливку. 1 помидор промываем и разрезаем на 4 части. Удаляем плодоножку. Натираем помидор на крупной терке, придерживая за шкурку. Шкурку удаляем. Теперь к натертому томату добавляем 4 столовые ложки сметаны 15% жирности, 1 чайную ложку французской горчицы в зернах. Теперь нам понадобится 2 зубчика чеснока. Чеснок очищаем. И мелко нарезаем. Отправляем чеснок к заливке. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли. Перемешиваем. Поливаем рыбку заливкой. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени достаем рыбку из духовки и удаляем фольгу. Отправляем рыбку в духовку еще на 5 минут, чтобы подрумянился верх. Хек с овощами в духовке готов. Подаем к столу. Я подаю с отварным картофелем. Блюдо из хека получается невероятно вкусным. Прекрасная идея на обед или ужин для всей семьи. Идеальный рецепт хека с овощами прекрасно подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Обязательно попробуйте этот рецепт рыбки. Если вы не знали, как приготовить хек, то рыба с овощами просто находка. Простой и быстрый ужин, запеченная рыба в духовке. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы хек очищаем от чешуи и отрезаем плавники со стороны спинки, затем со стороны брюшка.
Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Очень легко готовить. Дешевый хек вкуснее лосося. Этот рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов на скорую руку. Великолепная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Не стыдно подать и к праздничному столу. Этому трюку меня научила еврейская семья. Полезно, вкусно и просто. Запеченная рыба дешево и полезно для всей семьи. Теперь брюшко разрезаем, удаляем внутренности и обязательно удаляем черные пленки. Вот такая рыбка получается. Теперь на тушке делаем надрезы на расстоянии 2 см друг от друга, с двух сторон, не разрезая хребет. Перекладываем рыбу в блюдо. Замаринуем рыбу. Нам понадобится 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Добавляем половину чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. Половину чайной ложки специй к рыбе. Половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем. Смазываем ароматным маслом рыбку с двух сторон. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить хек вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Оставляем рыбу мариноваться на 1 час. Тем временем займемся гарниром. 3 довольно крупных картофеля хорошенько промываем и заворачиваем в фольгу. Перекладываем в форму для выпекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до мягкости и готовности картошки. Смотрите по своей духовке. Теперь форму для выпекания смазываем растительным маслом. Теперь 1 некрупный репчатый лук нарезаем тоненькими четверть-кольцами. Также нам понадобится несколько перьев зеленого чеснока. Довольно крупно нарезаем. Теперь к луку с чесноком добавляем четверть чайной ложки соли, черный перец и четверть чайной ложки сахара. Перемешиваем. Перекладываем половину лука с чесноком в форму для выпекания и равномерно распределяем. На лук выкладываем рыбку. Теперь нам понадобится половина некрупного лимона. Лимон нарезаем четверть кружочками.
Закладываем в надрезы рыбки. Оставшийся лимон равномерно распределяем по рыбе. Теперь на рыбку выкладываем оставшийся лук с чесноком. Добавляем 2 лавровых листика. И 5 горошин душистого перца. Поливаем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут, смотрите по своей духовке. Приготовим начинку для картошки. Разогреваем сковороду с 2 столовыми ложками растительного рафинированного масла и некрупным кубиком нарезаем 1 некрупный репчатый лук. Отправляем лук в сковороду, добавляем половину чайной ложки сахара, перемешиваем и обжариваем до появления золотистости. Пока обжаривается лук, очищаем 150 грамм шампиньонов. Периодически лук перемешиваем. Теперь шампиньоны разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Отправляем грибы в сковороду. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу, половину чайной ложки куркумы и половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем, обжариваем до выпаривания жидкости и появления золотистости у грибочков. Добавляем 200 мл сметаны, у меня 15% жирности. Перемешиваем и протушиваем буквально 1,5-2 минуты. Начинка готова. Теперь картофель разрезаем пополам. При помощи ложки вынимаем серединку. Перекладываем подготовленные лодочки из картофеля в форму для выпекания, а серединку картошки разминаем вилкой. К размятому картофелю добавляем грибы. Также нам понадобится несколько стеблей укропа и петрушки. Зелень мелко нарезаем. Отправляем в миску. Перемешиваем. Заполняем начинкой лодочки из картофеля. Также нам понадобится 30 грамм сыра. Сыр натираем на картофель и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Тем временем хек готов, подаем к столу. По желанию посыпаем зеленью и наслаждаемся. Рыбка получается нежная, сочная. Благодаря надрезам ее легко есть. Когда у меня есть рыба, я запекаю ее в духовке по этому рецепту. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Блюдо из рыбы еще никогда не было таким вкусным. Лучше, чем жареная рыба. Картошка с грибами также готова. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Запеченный хек в духовке с лимоном. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Для приготовления этого вкусного рецепта из рыбы нам понадобится 4 тушки хека весом 800 грамм. У рыбы разрезаем брюшко, удаляем внутренности и черные пленки. Вот такая рыбка получается. Повторяем процесс с остальной рыбой.
Дешевый хек вкуснее лосося. Я всегда буду так готовить рыбу. Лучше, чем жареная рыба. Рецепт удивил всех моих гостей. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Блюдо из рыбы готовится из простых и доступных продуктов. Великолепная идея для ужина. Можно подать на обед, как на каждый день, так и на праздничный стол. Почему я не знала этого рецепта раньше? Очень легко готовить. Запеченная рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Блюдо из рыбы дешево и полезно. Гости из Испании научили меня так вкусно готовить дешевый хек. Затем тушку рыбы разрезаем пополам. Для данного рецепта подойдет и минтай. Теперь с двух сторон от хребта делаем надрезы до хребта на расстоянии 7-10 мм друг от друга. Вот такой кусочек рыбки получается. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить хек вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Перекладываем рыбу в пакет. Теперь рыбу солим. Я добавляю треть чайной ложки соли. По желанию по вкусу перчим. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. И 1 столовую ложку растительного рафинированного масла. Придерживая за край пакета, перемешиваем рыбку, чтобы распределить все специи равномерно. Теперь к рыбке добавляем 1 столовую ложку кукурузной муки. Также придерживая за края пакета, хорошенько перемешиваем, чтобы мука распределилась по каждому кусочку рыбы. Приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки несладкого густого йогурта. Добавляем 1 столовую ложку майонеза, 1 столовую ложку французского соуса с горчицей, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку соуса терияки. Хорошенько перемешиваем. Маринад готов. Заливаем рыбу маринадом. Придерживая за края пакета, распределяем маринад по рыбе. Оставляем хек промариноваться на 1 час. Тем временем подготовим овощи. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Разогреваем. А пока разогревается сковорода, мелким кубиком нарежем 1 репчатый лук. Отправляем лук в разогретую сковороду и обжариваем до полупрозрачности и появления золотистости. Пока обжаривается лук, очистим 3 гриба шампиньона весом 150 грамм. Периодически лук перемешиваем. Теперь грибочки разрезаем пополам и нарезаем пластинами шириной 1,5–2 мм.
Добавляем грибы к луку и периодически перемешивая, обжариваем до золотистости и выпаривания жидкости из грибов. Тем временем очистим 4 зубчика чеснока. Теперь чеснок нарезаем пластинами. Добавляем чеснок к обжаренным грибам с луком. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки. Черный перец по вкусу и по желанию. И 20 грамм сливочного масла. Хорошенько перемешиваем, растапливаем масло. И прогреваем еще буквально 1 минуту. Выключаем огонь. Грибы с луком готовы. Даем им немного остыть. А тем временем 75 грамм маринованных огурцов нарезаем соломкой. Отправляем огурцы в миску. Подготовим помидорки черри. Нам понадобится в зависимости от размера 12-15 штук. Помидоры промываем. Удаляем плодоножку. Теперь помидоры разрезаем пополам. Отправляем помидоры в миску. Также нам понадобится полпучка укропа. Укроп мелко нарезаем, добавляем в миску. Добавляем обжаренные грибы с луком. Хорошенько перемешиваем. Овощная подушка готова. Перекладываем ее в форму для выпекания и равномерно распределяем. На овощи выкладываем рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Затем фольгу снимаем и отправляем рыбу в духовку еще буквально на 2 минутки, чтобы подрумянился верх. Запеченная рыба с овощами в духовке готова. Подаем к столу. Вкусный рецепт из простых продуктов. Если вы не знали, как вкусно приготовить рыбу, этот рецепт просто находка. Дешевый хек точно вкуснее красной рыбы. Просто поставьте рыбу в духовку. Рецепт, который удивил всех. Я больше не буду жарить рыбу. Когда у меня есть рыба, я запекаю ее в духовке по этому рецепту. Полезно, вкусно и просто. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.